честь Международного женского дня 8 марта в Гамбурге и по всему миру женщины и девушки вышли на улицы, выражая протест против угнетения. Вечером в центре города прошла демонстрация. К этому призывал широкий альянс инициатив и организаций Гамбургера. Было зарегистрировано 5000 участников. Пришло не так много, но несколько сотен человек собрались на Радхосмаркте, чтобы провести демонстрацию в защиту прав женщин. Днем уже прошла акция протеста против дискриминации женщин, организованная гамбургской организацией Кучубреки. Фегенбанк говорит, что Международный женский день по-прежнему важен. Даже спустя более 100 лет Международный женский день остается важным днем, заявила второй бургомистр Гамбургера и сенатор по равным возможностям Катарина Фегенбанк. Потому что между полами все еще существует несправедливость, например, в вопросах оплаты труда. Фегенбанк сообщает, что 365 дней в году должно быть осознание того, что мы хотим жить в этом обществе с равными правами, самоопределением, свободой, и за это стоит бороться каждый день. Насилие в отношении женщин – повод для беспокойства. Фегенбанк обеспокоен ростом насилия в отношении женщин. По данным Сената Гамбургера, в прошлом году в Гамбурге было убито 13 женщин своими партнерами или бывшими партнерами, и еще 6 женщин выжили после покушений. «Цифры меня шокируют», – говорит Канца Азедмер, руководитель парламентской группы левой партии в городском парламенте Гамбургера. Большинство преступников были бывшими партнерами или бывшими мужьями, и в 3 случаях в преступления были вовлечены даже дети. Согласно ответу Сената на масштабный вопрос левой партии о фемицидах, 5 жертв были матерями несовершеннолетних детей, а в 3 случаях дети даже присутствовали при совершении преступления. В 2 случаях они даже были допрошены в качестве свидетелей. В одном случае до совершения преступления в отношении преступника уже было возбуждено дело о бытовом насилии. Поскольку местный суд посчитал заявление, вероятно, необоснованным, жертва отозвала его. По словам Азедмира, это было вопиющее неверное решение. Были другие случаи домашнего насилия в отношении преступников, хотя и без ссылки на их последующую жертву. Отсутствие сравнительных данных. Азедмир критикует тот факт, что адвокаты и полицейские практически не проходят повышение квалификации в области защиты от насилия. Почти каждый 3-й день в Германии умирает женщина, убитая своим партнером или бывшим партнером. Немецкая федерация профсоюзов отметила, что женщины с миграционным стажем находятся в особенно невыгодном положении, например, даже на рынке труда. Гамбург должен лучше защищать женщин от насилия. Напоминаем, в день 8 марта по всему миру, в том числе и в Гамбурге, вновь прошли демонстрации в защиту прав женщин. Но город делает слишком мало для борьбы с насилием в отношении женщин, пишет в своем комментарии Свиньебем. Свиньебем также сообщает: «Наконец-то защитите нас от насилия». Это одно из главных требований, с которыми женщины в этом году снова выходят на улицу в Международный женский день. Каждый 3-й день в Германии умирает женщина, убитая своим бывшим партнером или партнершей. Только в Гамбурге в прошлом году произошло 13 убийств женщин, и еще есть 6 женщин пережили покушение на убийство. Слишком мало женских приютов и консультационных центров. Эти цифры шокируют, и все же в Германии слишком мало делается для предотвращения гендерного насилия. В Гамбурге слишком мало женских приютов и консультационных центров. 6 женских приютов всегда загружены до предела, и сотрудники жалуются, что у них слишком мало времени, чтобы предоставить женщинам и детям полноценную консультацию. Критика со стороны Совета Европы. Недавно даже Совет Европы подверг критике тот факт, что Германия недостаточно защищает женщин от насилия. Среди прочего, сексуальное насилие часто наказывается очень мягко. А ведь была возможность изменить ситуацию. Министр юстиции Марко Бушман упустил ее, заблокировав директиву «да, значит да» на уровне Евросоюза. Его аргументы: Евросоюз не имеет права принимать решения, так почему бы ему не инициировать принятие этой директивы на национальном уровне? Он сообщает: насилие над женщинами – это мужская проблема. На мой взгляд, самая большая слабость в борьбе с сексуальным и физическим насилием над женщинами заключается в том, что насилие воспринимается как женская проблема.
Насилие воспринимается как проблема женщин. На самом деле все наоборот. Это проблема мужчин. Поэтому для предотвращения насилия необходимо в первую очередь бороться с потенциальными преступниками. Их нужно учить справляться с токсичными маскулинностью и внутренними женоненавистниками. В Гамбурге есть только один такой консультационный центр – Гамбургский центр защиты от насилия. Разве этого может быть достаточно, говорит она. К чемпионату Европы по футболу, который пройдет этим летом, Департамент социального обеспечения Гамбурга планирует рекламную кампанию «Не будь тем парнем». Она направлена на мужчин и призвана показать им, как они могут способствовать безопасности женщин. На мой взгляд, это именно тот дискурс, который нам нужен, говорит она. Мужчины, которые самокритично говорят друг с другом о свиданиях и отношениях, мужчины, которые не терпят женоненавистнических комментариев и действий со стороны друзей, знакомых или коллег, мужчины, которые вместе с женщинами выходят на улицы против насилия, в Международный женский день или в любой другой день в году. Подведем итог. Речь Синьюмбем. Она сообщает, что слишком мало женских приютов и консультационных центров. Насилие над женщинами – это мужская проблема, и надо с этим что-то делать. Что критика уже есть со стороны Совета Европы. И в поддержку чемпионат Европы по футболу планирует рекламную кампанию «Не будь тем парнем». И именно этот дискурс, который нам нужен, сообщает Свинья Бем. Также Гамбургская диакония хочет усилить защиту жертв. Почти каждый третий день в Германии женщина погибает от рук своего партнера или бывшего партнера. В прошлом году полиция зарегистрировала более 143 тысячи случаев насилия со стороны партнеров по всей стране, в том числе более 5 тысяч случаев только в Гамбурге. Отмечая День борьбы с насилием в отношении женщин, диакония в Гамбурге призывает к улучшению ситуации с женскими приютами. Консультации и поддержки жертв насилия со стороны партнера требуют больше времени, говорит сотрудник диаконии Карина Хайман. Помимо физических и психологических последствий, положение женщин, пострадавших от насилия, значительно усугубляется пандемией коронавируса и текущим экономическим кризисом. Для оказания более эффективной поддержки пострадавшим женщинам в Гамбурге Управление социального обеспечения регулярно приглашает на беседы более 100 экспертов по защите жертв. Это делается для того, чтобы улучшить взаимодействие между органами власти, консультационными центрами, юристами и врачами. Цель – привлечь внимание неспециалистов. Леонград, в некоторых областях еще необходимо принять меры. По словам сенатора по социальным вопросам Мелани Леонхард, в Гамбурге существует много возможностей для помощи людям, ставшим жертвами насилия. Хорошее сотрудничество и сетевые структуры позволяют оказать пострадавшим максимально возможную поддержку, но каждый такой случай – это слишком много, и мы намерены еще лучше позиционировать себя в этой области и постоянно развивать ее, сказала сенатор. Экспертный диалог подтвердил, что в некоторых областях еще необходимо принять меры. Требование сделать женские приюты безбарьерными. Как это? Одним из пунктов диалога было то, что женщины с ограниченными возможностями должны быть лучше защищены, и поэтому женские приюты должны быть безбарьерными. По словам Хаймана из диаконии, важно, чтобы хорошие результаты экспертных диалогов были реализованы, однако городу придется потратить на это деньги. К примеру, фотограф из Гамбурга Кристина Липски показывает сильных женщин. Для своей новой выставки фотограф в течение целых 2 лет путешествовал по Германии в поисках женщин, занимающих руководящие должности. Посмотрите, как все это получилось.
Женщины присутствуют в демонстрациях чаще, чем когда-либо прежде. Помимо солидарности и признания, многие из них сталкиваются с сексизмом, некоторым даже угрожает. Социологи говорят, все больше женщин участвуют в протестах. Все больше женщин открыто участвуют в протестных движениях, говорит социолог профессор доктор Дитерюхт из Института исследований протестов и движений IPB в Берлине. Есть исследования женщин в климатических протестах из Австрии. Профессор доктор Антье Дэниел, исследователь процесса гендера из Института международного развития при Венском университете, участвовала в вопросе 13 европейских городах. Мы наблюдаем рост числа женщин в политической деятельности в некоторых областях, но также на демонстрациях, сказала она в интервью австрийской газете. По данным исследований, 60% демонстрантов были женщины.